Дорогие друзья, на часах начало 5-го. Мы работаем сегодня целый день в студии прямого эфира на 14-м национальном конгрессе кардиологов. И отрадно, что именно Москва в 2022 году будет принимать Всемирный конгресс терапевтов. И сегодня мы целый день в этом плотном графике ловили нашего, наверное, одного из главных, совершенно точно, спикеров. И нам посчастливилось его сегодня лицезреть в нашей студии. С нами Ксавьер Корбелло, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой внутренней медицины университетской больницы Бельвидж, старший преподаватель медицины и заместитель декана факультета медицины и медицинских наук Международного каталонского университета. Большое спасибо, что нашли время. И первый вопрос, конечно, это интересует абсолютно точно всех. Взаимодействие Европейского общества терапевтов с Российским обществом терапевтов. The communication between European Society of Therapists and Russian Society of Therapists. Yeah, this is a very, very good relationship. Это очень хорошие отношения. The European Federation of Internal Medicine involves 35 societies. В европейское сообщество входит 35 организаций. And the Russian society is one of the most active and participate in many initiatives of the И Federation. российское общество одно из самых наиболее активных и принимает участие практически во всех акциях. So we are very happy with this collaboration Мы between очень the рады. European Federation and the Russian society. Мы очень рады, что взаимодействие между Европейским обществом терапевтов и Российским обществом терапевтов настолько плотное. Действительно, взаимодействие – это очень важно, и, в общем-то, даже в нашем лексиконе уже активно внедрилось, имплементировалось, если позволите слово, коллаборация как раз. Коллаборация между российскими и зарубежными коллегами. Надо сказать, что за этот год достаточно большое количество и терапевтов, и кардиологов, и неврологов выступали на европейских форумах. Как вы оцениваете науку в России и в целом врачей в России? So how do you evaluate the science in Russia and Russian scientific doctors? This is a common feeling that I have Есть общее чувство, that medicine around the world have the same problems and have the same kind of patients. то, что у медицины по всему миру есть одна проблема, и проблема у всех ее пациентов. So it's impressive to see here in Russia the progression of medicine like in other parts of the world because we face the same problems. И впечатляет то, что Россия сталкивается с такими же проблемами, с какими сталкивается европейская часть мира. And we learn each other. И мы учимся на ошибках друг друга. I learn from Russian physicians and Russian physicians learn from the other European physicians. Я учусь от русских терапевтов, и русские терапевты учатся от меня. Как вы считаете, какие основные проблемы? Что нам предстоит? Какой рубеж стоит преодолеть? Какие нозологии самые для нас пока сложные? Я думаю, что, наверное, это кардиология и онкология. Как думаете вы? Which branches of the medicine will be the most problematic? I think it will be cardiology and oncology. Yeah, cardiology and oncology are very important specialties. Все верно, это очень важная отрасль медицины. But from my point of view, the problem is chronic patients. Но мне кажется, что основная проблема – это хронические пациенты. People are elderly patients with chronic diseases. Пожилые люди с хроническими заболеваниями. And more people need a multidisciplinary point of view. И большему количеству людей нужна открытая точка зрения. So cardiologists have to work with geriatricians. Кардиологи должны работать с гериатрами. And oncology have to work with internists. Онкологи должны работать с врачами внутренней практики. So many specialties are now mixed with treating the same patient. И очень много специальностей медицины обращаются с одними и теми же пациентами. Таким образом, мы создаем команды, и действительно, когда мы говорим про интервенционистов или про врачей общей практики, это действительно первые врачи, к которому должен приходить пациент. Профессор, очень важный вопрос – общение пациента и врача. Вот есть некое понятие, которое преследует меня на протяжении последних лет – общение human to human. Это ли новая парадигма общения пациента и врача? Is communication between patient and the
doctor-human-to-human relation, or is it more classic? Well, now patients have more information. В наше время у пациентов больше информации. Patients want to share the decisions with the doctors. Люди хотят, чтобы докторы делились с ними своими решениями. So doctors have to share the decisions with the patients. И сами пациенты делятся решениями с докторами. And this is a new paradigm. И это новая парадигма. That doctors have to consider the opinion of the patients in each decision. То есть доктор должен принимать во внимание мнение пациента, а не просто лечить его как хочет. So it's more human to human, and avoiding this different status from physician to patient. We have to put at the same level. То есть это больше общение человека с человеком, чем общение терапевта с пациентом. Это один уровень общения, это действительно очень важно. Если собрать все то, что вы видели, все то, что вы знаете, как вы оцените этот терапевтический форум и готова ли Москва принимать международный форум? What do you think about this forum, and do you think if Moscow is eligible of hosting the international forums? Well, it's impressive, this Congress. I have been here in 2015 with the European Congress. Was a success, an amazing success. Мне очень понравилось. Я здесь был уже в 2015 году на том же самом мероприятии. Now I am here seeing that the Congress is another success. Сейчас я здесь и вижу, что это еще больше успех. So I am convinced that the election of Moscow to be the World Congress will be for sure a success. И я уверен, что Москва отлично справится с принятием мирового конгресса. Like the World Champions Cup. Как, например, Москва отлично показала себя во время чемпионата мира. Большое спасибо. Thank you very much. Thank you. Я хочу вам напомнить, что в течение 3 дней мы с Еленой Войцеховской работаем в прямом эфире, и у нас сегодня, прямо сейчас, был в гостях Ксавьер Корбелло. Это большая удача. И именно он сказал, что в 2022 году у нас будет Всемирный терапевтический форум. Это ли не удача, дорогие друзья? Мы работаем в прямом эфире для вас и выйдем вновь к вам буквально через каких-то 20-30 минут. Не переключайтесь.